На самом деле начинать видео отсюда, потому что здесь более интересный проект, он ближе к морю здесь находится. И комплекс, конечно, шикарный. Ой, какой здесь крутой пляж. Какая красота! Ребятки, всем доброго вам денечка турецкого. Вот такая у нас осень теплая в Турции. И по вашей просьбе вы все просили: Женя, давай нам что-нибудь такое поснимай, новостроечки какие-нибудь. И я все давно сюда хотел приехать. Это у нас Турция, Анталия, райончик Алтын-Таш. Здесь идет большая застройка сейчас. Сейчас мы с вами погуляем, посмотрим, сегодня будет много интересных объектов. Вот, покажу вам, сколько до моря, съездим на набережную, посмотрим, какое есть море. Вообще говорят, что здесь будет второе Кони-Алты. Кони-Алты, как вы знаете, это самое такое руссконаселенное, русскоговорящее место в Турции, где живут много русскоязычного населения, в том числе и мы там живем. Вот, но сейчас уже как бы там все переполнено, уже цены очень большие на квартиры, вот, потому что места нету, действительно, квартир никто там уже не продает, все, кто купил. Вот, и поэтому расширяется горизонты немножечко. И вот сюда, вот в Алтын-Таш, идет большая застройка, очень много русскоязычного населения из СНГ стран, но не только. Вот, покупайте здесь квартиру. В общем, я не буду вам ничего рекламировать. Я вам покажу все как есть. Пойдем посмотрим. Сейчас мы приехали на первый объект. Вот, и я вам буду все показывать. Объекты буду давайте называть, наверное, по номерам. Вот, и потом под видео будет какая-то ссылка, да, либо это на сайт все добавим, или там уже есть это все, либо мы добавим с вами это все там к Telegram. В общем, как удобно, будут разные варианты. Заходите, смотрите, там все подробности по ценам будут, потому что цены, знаете, меняются из динамики, да. В общем, сейчас пойдем погуляем и постройки, что мы будем смотреть, и все вам буду показывать. Ну что, смотрите, здесь стоят макеты, как все будет выглядеть, два объекта. Вот здесь, которая стройка, сейчас мы посмотрим. Это вот этот проект, круиз называется, сдача у него сентябрь 2023 года. Ну, то есть осталось совсем немножко подождать. Вот так все будет выглядеть, как представлено на макете. Вот, давайте будем называть, наверное, да, это будет застройщик у нас номер 1. Вот, все застройщики разные. А вот это сентябрь 2024 года, смотрите, как все сделано, да. Все как в отелях будет, очень красиво, конечно. И сейчас вот здесь смотрите, как будет выглядеть. Вы приезжаете, смотрите проект, да, и потом садитесь за стол, вам показывают презентацию, все, цены, прайсы, все официальное, все показывают. Вот, но приезжать лучше никуда попало. Вот, поэтому надо приезжать именно проверенным застройщикам. Не всем застройщикам можно доверять здесь в Турции. Вот, честно скажу, надо только проверенным ездить, чтобы на 100% все достроилось. Вот, поэтому, когда вы прилетите, мы с вами здесь встретимся, я возьму менеджера. Проедем, прокатимся по всем объектам, и я вам расскажу, где лучше, где хуже, да, где какие плюсы, где какие минусы. Вот, потому что сейчас я все объекты изучу. Здесь Кони-Алты я весь полностью уже изучил, там вам тоже могу подсказать. Вот, и также здесь все вам расскажу. Вот, все тонкости и нюансы. Я обязательно рассказываю все минусы. Все, кто прилетал, уже знают, что Женя выдает все минусы сразу. Мне часто пишут: Женя, сколько стоят твои услуги? Мои услуги не стоят ничего абсолютно. Я с вас ничего не беру. Вот, и вот по этим проектам тоже с вас никто ничего не возьмет. Вот, здесь все уже включено, скажем так, ничего сверх платить не надо. Ну, только налоги там, об этом я вам потом уже расскажу, или здесь, или там. Вот, а когда вторичку, вы где-то, вот мы там ищет вам агентство, да, все, где там сложный процесс, вторичку искать надо, там, да, там по закону 2%, как и все работают по Турции, это берет с вас агентство, вот, любое, неважно, когда обратитесь. Нет, есть агентства, которые больше, конечно, берут, но по закону здесь прям положено 2% брать. Ну, вот на эти объекты с вас ничего брать не буду, что можете смело приезжать и не беспокоиться. Женины услуги ничего не стоят. Я, наоборот, вам просто здесь подскажу, вот, потому что мои подписчики часто приезжают, и вот по всем минусам я везде всегда рассказываю. Где какой минус, где какой плюс. Самолеты вот так вот летают, вот туда. То есть не вот так, не над вами, не над головой. Поэтому вот так вот. Все, сейчас садимся, присаживаемся, сейчас нам будут рассказывать. Мешают ли самолеты домам, да, которые проекты? Самолеты никак, вот в регионе Алтын-Таш воздушное пространство закрыто для самолетов. Это в параллели будет летать. Алтын-Таш находится с восточной стороны от Хавалимана, от аэропорта. Да, вот мы сейчас находимся вот здесь, в Алтын-Таше. Мы находимся в Алтын-Таше. Взлетная полоса вот так вот идет направление. Да. У меня даже есть скрин, с юга на север. Получается, в параллели. Никак не будет она мешать. Ну, звуки, над домами не будут летать. Над домами никак, потому что воздушное пространство закрыто. Поэтому особенность смотрите, вот этого я вам покажу, проекта. как
полосы идут. Видите, вот так вот взлет. Вот, прям даже самолет указан, направление полета. Ну, можно зайти на сайт Flyradar и посмотреть, Да, как летают самолеты. параллель. Алтын-Таш – это особенный проект. Почему? Потому что он утвержден Министерством туризма Турецкой Республики под руководством самого Эрдогана. Ну, вообще, 2 года тому назад начали строиться проект Алтын-Таш на 5 лет. Проект планируется построить целый город, скажем так, город в городе, да? Говорят, второй Кони-Алты здесь будет. Ну, не Кони-Алты, да, даже лучше, да. Особое внимание. И дали тут свободу архитекторам, да, вот строительным компаниям. А у вас будет свой личный пляж, Свой да? личный Да, пляж, свой пляж от песчаный каждого пляж. комплекса, да. Бесплатно для жителей комплекса. Трансфер будет. Трансфер будет, да? Трансфер до аэропорта, трансфер до пляжа, трансфер до торговых заведений. А сколько здесь айдат будет? Ну, 70-100, говорят, примерно. примерно. 100? Пока не можем 70-100 Долларов. долларов, да? Это 100%. Тут нету жилого комплекса. Тут только коммерческие сектора, да, коммерческие организации. Это карта получается, Алтын-Таш у да, нас. Получается, торговые центры, вот синим обозначены это учебные заведения, парки и так далее. Желтая зона – это 100% жилые комплексы. Тут не будет коммерческих организаций, секторов. Коричневая – это 70% у нас жилой комплекс и 30% у нас будет коммерческие организации. Синими это обозначены все учебные заведения, больничные, там sağlık merkezleri, да, садики и так далее. Красными это базары и АЗС, автозаправочные станции. Так, и вот если видите, заметили, вот в коричневой зоне есть желтые, желтыми обозначены. Желтый, вот здесь вот у нас находится Амур, наша земля, да, собственно, все земли куплены за собственниками, являются собственниками, да, строительной компании. Они считаются узель, ну, особенности, да. Вот здесь, сейчас мы находимся вот здесь, вот круиз. А море здание. у нас получается на карте где? Море вот здесь, Вот здесь у нас внизу, да? находится, да. Самое близкое к морю у нас проект – это Куин. Вот здесь вот у нас Куин. Еще будет строиться у нас Гармония проект, но она еще на продажу не выставлена, поэтому… Гармония где будет находиться? Здесь вот Гармония. Так, Да, это у нас сейчас все объект круиз, имеется который все. здесь находится. Вот он, Общая прайс-лист. территория. Я вам сюда прикреплю, вы посмотрите. Начинается сколько 1+1 у нас? От 205 тысяч, да? 87 метров. 87 метров это чистые, нет? Бруто? Бруто, да? Вместе с балконами, да? Да. Балконы и инфраструктура тоже будут такое. Если что, ставь на паузу, разглядывайте. А 2+1 от с какой цены начинается? Все, что черное, видите, все это продано уже. 70%, да, продано, Да, 70% наверное. продано. 2+1 получается минимальная цена 325 тысяч, да? Так, а по поводу, какую стоимость в ТАПу указывают? Половину стоимости. Половину стоимости, да? А выдается ТАПу когда? Ой, да. А, Да, на круиз в уже, течение да. месяца можно получить ТАПу, да? Так как Куин и у нас Амур еще не начался, поэтому про ТАПу… Ну, понятно, да. Документы готовы. И в в декабре 2023 года финиш. А, в декабре 2023 года, Да, да? в декабре 20, да. Через год. Да. У нас на крыше все наши проекты, на крыше у нас солнечные батареи, солнечные панели. экономия Это, энергии. да, экономия энергии. На 50% она сокращает электроэнергию. Наземная, подземная парковка, все Наземная есть. подземная парковка, все спа, хамам, ресепшн, лобби. Проекты наши все в концепции отель. То есть входит в систему там ресепшн, консьерж, хаускипинг, все эти.
Еще можете, скажем так, в аренду, да, сдать, может, куда-то уезжают и могут... Есть это управление компания. арендой, Да, это сама управляющая компания. Можно купить, Зона, инвестировать и сдать потом в аренду. игровая зона, боулинг, PlayStation, дартс, бильярдная, да, зона, фитнес, кинотеатр собственный, гардероб для обуви, ванная комната, все входит в сумму. И встроенная кухня входит, там вот эта тройка. Да, тройка. Да. Вытяжка, духовой шкаф Да, и плита. и плита. Все входит в стоимость. Так, теплый пол. Сдается чистовая отделка, Чистовая всё чисто, отделка, да. Только мебель поставил. Да. Вот эти Ага, вот ну что в душевые. стоимость входит, да, вот это все, что в ванной все, есть. Все, Как, что в ванной зеркало, есть, да. шкафчик. И во всех комнатах у нас кондиционеры тоже включены. Спрятано. Да, Здесь все спрятаны. квартиры выходят на сторону бассейна, это сзади только коридоры выходят туда. Ну, то есть все квартиры видовые получаются. Вид на бассейн. Это зона барбекю, бар. 42 квартиры всего осталось, 131 проданная квартира. Так, и вот квартиры. второй проект «Амор» называется. Да, есть по бокам квартиры с собственным бассейном и собственной террасой. Так, здесь цены начинаются на 1+1. Сколько? 192. 192. 189, да? Также у нас имеется два 2 плюс бассейна 1. здесь. 312, да, минимальная цена? 2 минимальная, плюс 1. да. 312. Также отмечу, что нашим проектам можно получить ВНЖ и гражданство. Все Под проекты все проекты. подлежат, Ну да, Алтын-Таш, Да. открытый район. Ага. Вот Также в естественно. этом бассейне, в этом проекте есть большой бассейн, это 750 метров квадратных. Маленький бассейн, горка для детей, детская площадка, зона барбекю, автопарковка здесь, и с той стороны сзади тоже будет, подземная и надземная автопарковка, закрытый и открытый бассейн, фитнес-зал. Рядом рынок, парковка, да, государственная. Площадки тоже вот эти государственные. Да, это все вот эта площадь государственная. Это тоже будет застраиваться потом. Отличие от всех проектов, то есть в Аморе у нас нету теннисного корта этих баскетбольных площадок, то есть собственного нету, но рядом государственное есть, а в других проектах все у нас А собственное. когда планируется вообще постройка всего вот этого Алтын-Таша В закончиться? течение 5 лет. В течение 5 лет. Ну, 2 года уже прошло. Ну, получается, еще 3 года Да, осталось, еще да? 3 года. Сейчас у нас, если что, ноябрь 22 года. Также солнечные батареи. Вот, квартира. Квартира с личным бассейном и с личной террасой. Сколько стоит и какая там? 2 плюс 1. Площадь какая? На террасе. В основном В Аморе стоимость террасы начинается сейчас с 368, самая недорогая, с террасы. 58 это 1 плюс 1 с бассейном, 97 квадратов нетто. да? Большая, 1 плюс 1. И со своим бассейном, да? да, Да. личным бассейном, личной террасой. Это получается в квартирах 2 плюс 1 и 1 плюс 1. 3 2 плюс плюс 1. 1 сколько с бассейном стоит? 2 плюс 1, так, 497. 97 с террасой, да, с бассейном? С террасы, с бассейном. Сколько квадратных метров? 126. 126 метров. Вот земля Амор. Вот это вот. Земля, вот это вот это, да. А третий проект Queen когда будет строиться? Они оба в один год, да. 2023 года. Но он еще не начал строиться. Да. В марте и в сентябре 24 будет сдаваться. И Амор, и 24-го Queen. Да. Так, в общем, если вам нравится, вы приедете, мы здесь сядем, все обсудим, когда что начинается, когда что заканчивается, сколько стоит. Проект Queen. В общем, 3 объекта у них есть. Объект, да, 3 одинаковая инфраструктура. Практически во всех там отличий. Это третий объект у нас Queen. Это ближе всего к морю будет. Это А здесь цены начинаются 1 плюс 1, 2 плюс 1. так, в Queen начинается $180. 180 тысяч долларов. $1 1 плюс 1, да. Это 2 плюс самое, 1? Да. А 2 плюс 1 это 347. 347. Самое, да. Цены от старта. То есть. Ну, понятно, вот. Это на текущий момент, да? Цены Да, поднимаются на сегодняшний цена, на ежемесячно или сегодняшний. как у вас поднимаются цены? Ежемесячно. Ежемесячно Ну, каждый. как и везде, да. Чем ближе к окончанию строительства, тем Да, дороже да, будет. да, да.
Вот зона барбекю, бассейн. Парковка наземная и подземная. Тоже смотрит на юг и на юг и запад. Получается, вот эта вот сторона Получается, на юг смотрит всегда, на да, юг, чтобы а это бассейн на поменялся. запад, да. Своя площадка баскетбольная и теннисная. Ага, вот это вот зона барбекю. С этой стороны. Видите, как даже бассейн в виде короны под названием Queen, королева. Тоже квартиры будут с бассейном своим. Собственной террасой, да. Террасой. Также ресепшн, все, система Это пятизвездочного отеля, хаускипинг, может химчистку заказать. Если, допустим, есть животные, ветеринара можно заказать, врача, аренда автомобилей. То есть это все вам организуют, все сделают с помощью Здесь одного есть звонка. расчет на EDAT сейчас примерно? Нет. 150, наверное, да, подожди. Примерно сейчас говорят, что 100 примерно. Долларов. Все-таки надеемся как бы на солнечные батареи. То есть Ну да. это очень сильно поможет. И еще у нас во всех проектах есть парковка для, ну, в смысле, электромобилей. Зарядка, да? Зарядное устройство, да. Бесплатно, да? Да, бесплатно. Да, да, да. Вот. Это город, наверное, да, поддерживает, чтобы больше Вообще проект автомобилей. одобрен уже государством. Вот так вот будет выглядеть с собственным бассейном квартиры. Детские зоны предусмотрены. В общем, все как в отеле. Вся инфраструктура, баня, хамам, да, тренажерка, фитнес. В общем, да, здесь можно даже не рассказывать. Здесь все будет. Так, а вот по поводу рассрочки, скажите, есть какая-то рассрочка? Рассрочка, да. Первый платеж 50%, и остальной платеж ежемесячно, каждые 3 месяца ежеквартально вносите до конца строительства. Спасибо. Это на всех объектах тогда? Да, на всех. Так, а вот смотрите, если платеж сразу полностью вносите, могут даже индивидуальную скидку вам сделать. Так что вот так. Так, и сейчас еще уточнил по поводу оплаты. Есть рублевые счета, поэтому можно рублями будет оплатить. На банк, ну, сюда деньги зачислятся, на турецкий банк будет расчет. В общем, вот такие вот условия интересные. Все, спасибо вам большое. Очень интересно было, познавательно. Так, ну что, на саму стройку, наверное, не пойдем смотреть. Видите, уже сколько? 4-й этаж уже возводят. Это все, вот видите, как быстро строится у них. Работа кипит. Так, ну давайте я вам на карте покажу. Вот мы здесь находимся, Алтын-Таш район у нас здесь. Здесь у нас аэропорт Анталия, здесь старый город. Вот это, набережная Кони-Алты. Вот это у нас, вот здесь вот мы живем в Хурме. А это у нас вот здесь вот пляж Лара будет уже к этому региону относиться. Ну, как региону, району. Здесь на самом деле 20 минут ехать. Вот мы от дома сюда там за 20 с чем-то минут доехали. Так, как вам проект? Как вам еще квартира? Видите, сейчас здесь все пустынно. Но через 5 лет здесь будет просто бомба, потому что здесь, видите, еще даже остались теплицы, да, где все это выращивают, естественно, все это убирают, да, и строят целый город. Знаете, есть остановка, и прямо отсюда можно до моря, до отеля Club Sierra доехать, все, и вы можете там уже купаться. Конечно, когда все это застроится, когда здесь будет уже такой город, массив, да, 3 года осталось, вот, облагородится, они все это очень быстро облагораживают. Видите, да, сейчас пока стройка идет, уже половина облагорожена. Ценник, естественно, здесь будет уже космический, когда здесь будет город, уже прям, знаете, такой жилой, ждать не надо будет, когда все будет достроено. Ценник просто улетит в космос. Но мы сюда приедем, посмотрим, обязательно я вам покажу, потому что вы знаете, да, как я вам объекты тоже год назад снимал, строящиеся, потом приезжал, уже показывал, как они выглядят, достроенные объекты. Но главное выбирать правильно застройщика. Когда здесь было начало строительства, здесь цены были от 90 тысяч. Чего я тогда не зашел? Ну, то есть на котловане. Продажа открывается. В общем, можно и такие моменты ловить тоже. Публиковать или в Телеграм. Вот внизу. Подписывайтесь под видео. Или же на сайт куда-то выкладывать тоже там. Все ссылки под видео, как всегда, знаете, можно найти. Все, мы едем дальше. На следующий объект. Так, и вот сейчас я сколько летал на дроне, да, вот сколько нахожусь тут. Вообще самолетов не слышно, видно, только они вдалеке вот там вот уходят по той полосе. Но я когда на дроне взлетаю, мне показывают, где можно летать, где нельзя. Здесь вообще зона регистрации, сейчас я регистрировался, чтобы полететь. То есть красная зона, она там проходит, здесь желтая зона, ну то есть такая уже второстепенная. Ответственность я там принимал на себя, но вообще не слышно, специально снимаю без микрофона. Уже слышно, видно, не слышно. Вот так вот они где-то проходят. Они вот так меняются, они вот сейчас залетают туда. А иногда садятся вот так вот по-разному. Меняется у них полоса, но все равно так происходит. Вот как на скрине. Я вам сейчас еще раз сюда приложу, посмотрите.
так, смотрите, по райончику сейчас езжу, катаюсь, и старые дома есть, и новые, вот эти виллы даже есть у кого-то здесь. Так, ну что, недалеко здесь подъехали еще одно местечко. Сейчас посмотрим, как здесь называется. У нас Butterfly, видите, в виде бабочки. Такой у нас макет стоит. Сейчас нам все расскажут. Есть офис продаж, и рядышком сейчас здесь стройка начнется. Ну что, очень приятно, да, вот ты приезжаешь, у тебя вроде бы здесь стройка, это сейчас только старт проекта будет. Видите, землю как там выравнивают, все подготавливают. Видите, масштабный проект. Но ты здесь уже приезжаешь, такая заявочка, знаете, на гостеприимство уже сразу так. Столы, стулья, барная стоечка, сразу напитки предлагают, что будете пить, чай, кофе, но только все без алкоголя. Не все включено. Видите, как приятно, да? Вот здесь уже прям такой оазис, знаешь, посреди стройки. Это мне нравится тут. Так, ну давай сейчас нам подробненько расскажут, что у нас здесь будет. Значит, общая площадь нашего участка 15 384 квадратных метра. Как вы и заметили, один большой блок. Всего у нас 248 апартаментов, из которых 18 квартир у нас 2+1, 228 квартир 1+1 и 2 квартиры 3+1. А сколько сейчас уже продано квартир? Сколько продано? Из 248 квартир мы уже продали 166 квартир. О, ничего себе. Закрытый бассейн, фитнес, сауна, хамам, PlayStation, библиотека. Это все у нас находится под восточным блоком. А также Вот на это северной южная стороне. Это север. Это север. А, то есть Север. бассейн на северной стороне? И будет? на северной, и на южной. А, Да, он и ну, там, и тут. Ага. Значит, здесь у нас открытая парковка, а также закрытая. Теннисный корт, это у вас свои, да, будут? Да, это все в комплексе. Сам застройщик будет управлять комплексом. По любым вопросам можете обращаться. Так, а по к ним. ценам 1+1, 2+1? По ценам 1+1 на данный момент начальная цена 1+1 у нас 130 тысяч долларов, а 2+1 это 209 тысяч долларов. Я хочу добавить. Метров квадратных сколько? 1+1 общая площадь 55 квадратов, а 2+1 значит 63 общая площадь и плюс 31 квадратный метр терраса. 2+1 квартир у нас есть с террасами. Ага. Это вот они находятся, значит, эти, а также по бокам. Значит, с восточной и западной стороны по бокам они находятся. А по оплате рассрочка есть какая-то? По оплате рассрочка как? Значит, 50% первоначальный взнос, а остальное можно в квартальную плату. Угу. До конца 50% стройки. и Да, 50%. первоначальная оплата 50%, остальное все в рассрочку. Так, а вот эти вот квартиры вот с большими террасами, они от скольки начинаются? Там 2+1, да? 225 тысяч долларов на данный момент, да. Значит, 63 квадратных метров сама квартира и плюс 31 квадратный метр терраса. Это 2+1? Да, 63 это квадрата. 2+1. 63 квадрата всего. 63 Какая-то квадрата. небольшая получается квартира. И, ну, большая терраса, да? Прям? А, еще есть 3+1, да? Это как пентхаус, они на 3+1, там цена какая? 395. Так, а сколько планируется айдат примерно? Айдат примерно 60-70 евро будет стоить Ага. в месяц. Да, Так, это а квартал. пляж свой будет или общий? Нет, ну смотрите, в турецком законодательстве пляж не может быть собственностью. И поэтому ты его можешь Ну, какой-то арендовать у ориентир государства, да, какой-то на будет, что ли? 49 лет или сколько там. Ты его арендовываешь. Он будет принадлежать лично клиентам Butterfly, значит, этого комплекса и также, который будет Ну, то есть строиться. будет пляж, да, и, Да, и да, шаттл, да, да, да. будет ходить? До пляжа шаттл, до аэропорта, до торгового центра Мола Фанталя и а также до центра Лары. Так, здесь все это застройщика, вот здесь будет первый объект, вот этот вот, и рядышком скоро еще один будет. И в середине января будут продажи по второму объекту. Все, спасибо большое, Не за что. приятно было посмотреть, послушать. Большое Всё. спасибо. До свидания. I'm celebrating my liberation. I'm celebrating my liberation. I'm celebrating my liberation. Так, сейчас заехали посмотреть еще один проект. Видите, такие 3 блока будут. Бассейн в середине, взрослый и детский. Парковка своя. Баскетбольная площадка своя. Квартиры будут 1+1 и 2+1. Так, а по ценам и площадь? Цена 125 тысяч долларов примерно начинается 1+1. 125 тысяч долларов, да, 1+1. Сколько метров? Net 52 civarı. Брют 58 квадратных метров, а нет 52 квадратных метров. И они стандартные все 1+1.
2 плюс 1 будет 85 minutes. 84. 84 квадратных метров, 2 плюс 1. Не текаешь? 78. 77 квадратных метров нет. А стоимость? А фиат текаешь-то? 188. 188 тысяч долларов. А сейчас чем дальше стройка, цена расти будет. Fiyatlar değişecek değil mi? Сейчас мой транслейтер открыли. Да, цены меняются. Каждый месяц поднимается, да? А рассрочка? Начально 50% оплаты делает, а последние, которые 50 остается, там, ну, договоры делают. Ну, рассрочка до конца строительства. Там 3 месяца раз тоже оплату можно сделать. Ага, спасибо. Так, здесь 135 квартир всего, и осталось всего 40 квартир. Причем так вот быстро продается все. Так, ну вот давайте выйдем, посмотрим. Вот оно. Строительство идет полным ходом. Он уже сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10-й этаж уже застраивают. Видите, рядышком уже построенные объекты. И вот так вот все будет расти. Это достроят. Соседнюю землю они тоже все уже выкупают. И потом здесь тоже будут уже строить. И таким вот образом все застроится. Здесь у нас вот уже ближе к морю. Вот сейчас слышно самолет очень-очень где-то отдаленно, вдалеке. Ну, то есть мы уже дальше от аэропорта отдаляемся. И вот там у нас море, ближе к морю. Двигаемся. Почему растут цены? Ну, потому что, естественно, чем ближе к концу стройки, ближе к сдаче, тем, естественно, дороже. Вот, то есть так можно инвестировать, покупать на котловане. Вот как раз котлован 3-го корпуса, наверное. Вот, и потом, когда застраивается, уже продавать. Можно оформлять на себя топу, можно не оформлять топу. То есть перепродажу делается уже, ну, то есть, чтобы не платить налог, вот этот вот, когда покупаешь налог, да, платить, чтобы его не платить, можно таким образом делать. Ну, можно инвестировать еще, допустим, купить, потом, когда это достроится, уже сдавать в аренду. Вот, и к тому времени, когда здесь все, конечно, облагородится, ценник уже будет. То есть здесь вообще, я считаю, на самом деле, еще пока что нормальная цена, 130. Ну, и еще почему дорожает, потому что, вот видите, арматуру закупили, да? Многие сейчас следят у нас за акциями, за всеми остальными, как у нас арматура, вообще металл, да, акции на металл взлетели уже много месяцев назад, естественно, все выросло. Вот, и цены на металл, и все, и на строительство, и на бетон. Все это, естественно, тоже поднимается вверх. Слава богу, здесь вот они еще используют, когда вот между перекрытие делают, да, здесь свое производство, вот это вот кирпича, специальные блоки здесь идут у них, кстати, которые не очень такие хлипкие, потому что я там делал себе вытяжку дома, сверлил, дырявил, то есть такие крепкие блоки тут. Вот все это турецкого производства, естественно, это еще хоть немножко дешевле получается по трудозатратам и по всему остальному. Так, и вот смотрите, я здесь вижу выставку плитки. Вот, это застройщику привезли. Сейчас сюда материал, и он выбирает, какую отделку будет делать, что будет больше подходить, вот, в соответствии с их проектами. И по качеству тоже смотрит, видите, ламинат, плитка. Все здесь смотрят. Все, спасибо большое, до свидания. До свидания. До свидания. Это у нас будет 3-й объект, если что. Едем дальше. Так, сейчас заехали еще в одно местечко. Здесь посмотрим, что есть. В третьем году уже будем на эксплуатацию. Здесь у нас 8 этажей, 126 квартир, 13 тысяч квадратных метров, земельный участок. Квартиры у нас выходят как и на южную сторону, так и на северную часть, это задняя сторона. Входная группа у нас находится сзади, то есть это открытый паркинг, подземная парковка. За каждой квартирой здесь у нас закреплено парковочное место. Также лобби 255 квадратных метров и 10 метров высота потолков. Что касается инфраструктуры в этом комплексе, у нас здесь имеется олимпийских размеров бассейн, детский бассейн, аквапарк, бар возле бассейна, кинозал на открытом воздухе, фитнес с панорамными окнами с видом на всю инфраструктуру, баскетбольная площадка, футбольное поле и теннисный корт. А здесь у вас как виллы, да? И также имеются виллы. Так, давайте посмотрим, какие проекты здесь есть. 3 объекта здесь есть. Виллы, еще раз, на сколько семей там идут? 2 семьи. То есть виллы-близнецы они идут, да. Сколько стоимость виллы и площадь там? 800. 800, 255 тысяч долларов, 255 квадратных метров, да? Квартира у нас по типу 1+1, 2+1 и 3+1. 2+1 у нас есть совмещенной кухни и с раздельной кухней. Угу. Так, а по площади и ценам 1+1, 2+1? 1+1 209 тысяч долларов, 2+1 255, это у нас с совмещенной кухней, и с раздельной кухней это 321 тысяча долларов. Угу. Так, 50% первоначальный взнос, остальные 50% у нас идут в рассрочку до конца мая. До конца мая какого 23-го года? Это будет закончено строительство уже. А этот объект где находится? Рядышком? Прямо напротив нас находится. Там на какой стадии он там строительства? Пройдемте, я покажу.
Так, ну вот он макет, да, и вот здесь можно выйти сразу посмотреть на ход строительства, на какой стадии строительства. То есть уже каркас возведен, да? Каркас полностью возведен, 11 марта началось строительство. Все, получается, за год строится, да? Да. Быстро. А вот здесь еще какой-то комплекс, да, будет? Вот на этом Здесь у нас пустыре? будет третий проект находиться, Beyond Dome. И второй проект у нас находится, где строительный кран. Ага, еще один. То есть 3 проекта находятся друг рядом с другом. Твоя парковка Такси и так далее, есть, да? да? То есть, Одно конечно. машинное место на Да, квартиру? одну машину, да. А парковка открытая, закрытая? Есть и открытый паркинг, есть и крытая парковка. Ага, и такая. Вот это еще другой объект, да? Это наш второй проект, то есть по площади он намного меньше. Здесь у нас 10 тысяч квадратных метров земельный участок, 11 этажей, 105 квартир. Также имеются 12 вилл, близнецы. Близнецы. Здесь у нас все квартиры выходят на южную сторону, то есть в сторону моря. Сзади у нас всего лишь коридор. Здесь у нас, что касается инфраструктуры, это двухъярусный бассейн, детский бассейн, детская игровая площадка и фитнес у нас на крыше дома. А здесь по ценам 1 плюс 1, 2 плюс 1? Здесь у нас по ценам 1 плюс 1 184 тысячи долларов, 2 плюс 1 275 тысяч долларов. По площади? Площади те же, на 1 плюс 1 46-47 квадратных метров, 2 плюс 1. Во всех 3 проектах 69 квадратов, жилая площадь 54. А еще 3 плюс 1 есть, да? 3 плюс 1 в этом комплексе у нас нет. Это вот этот комплекс, который вот здесь на пустыре, да, будет построен? Кадастровая стоимость у нас 30%. Так, То мы есть вот здесь сейчас, находимся. Да, мы сейчас находимся здесь. Это наш первый проект Алюр, второй проект Лабелла и третий проект Beyond Dome, полумесяц, то, что он будет находиться именно здесь, где мы сейчас с вами находимся. И большой авантаж этого проекта за счет парка, который находится перед ним, вид у него не закроется. И море у нас внизу, и получается Море здесь у нас будет вот так вот внизу. дорога, да, которая идет. Главная дорога будет строиться, 40-я дорога в ширину. Море у нас внизу. Параллельно нам находится аэропорт, все, что белым цветом, это у нас аэропорт. Что касается самого плана, 2 года назад Министерство туризма выпустило этот план. Почему Министерство туризма? За счет того, что это единственный район в Анталии остался, который близко находится к аэропорту и к морю. То есть 1,5 километра до аэропорта и 3 километра до пляжа и бара у нас. Все, что видите желтым цветом, это у нас жилые дома, то есть спальный район, как мы привыкли говорить. Коричневый цвет, это у нас 70% жилых домов, 30% коммерции. Красный цвет, и это у нас именно будет центр этого района, где будет мэрия находиться, торговые центры, банки и так далее. Оранжевый цвет у нас здесь туристическая зона, где будет турагентство и отели в будущем. Все, что видите синим цветом на карте, его достаточно много, это у нас социальные, то есть учреждения, то есть это сады, школы, больницы, частные, государственные. Все, что вот здесь синенькое, да? Да. Так, ну и мое любимое занятие, как и ваше, зайти на стройку, посмотреть, что сделано, и посмотреть шоурум. Надо было на самом деле начинать видео отсюда, потому что здесь более интересный проект, он ближе к морю здесь находится. И комплекс, конечно, шикарный. Спасибо, Мерова. Так, здесь обязательно надо одеть каски, и можно отправляться вперед. Мерова. Знаете, какая интересная работа, сидит дедушка и управляет вот такой вот лебедкой, поднимает, что-то опускает. Я вот всегда удивлялся тому, как в Турции делают счетчики. То есть, представляете, трубы, вот такое огромное количество труб идет в квартиры, потому что у них обычно счетчики внизу, и в каждую квартиру идет индивидуальная труба. Представляете, сколько труб надо проложить. Куда проще, как у нас, да, сделать. Вот, кстати, смотрите, как теплые полы делают, видите, как будет класть туда теплый пол. Куда проще, да, было бы одну трубу, как у нас, на этаж завести по стояку и оттуда уже разводку делать с счетчиками. Так, ну вот у нас с вами шоурум, дверка открывается. И давайте зайдем вместе с вами вживую, посмотрим. Давайте вот отсюда справа начнем. Так, это у нас 2 плюс 1, мне прям показалось, что больше, я еще сразу хотел уточнить. Заходим на кухню, смотрите, уже даже чайник стоит, все приготовлено. В общем, плита Bosch, вытяжка Bosch, видите, вся техника бошевская. Даже посудомойка уже стоит. Вот, не знаю, насчет этого комплекта это идет в подарок или нет. Надо будет уточнить. И насчет вот этой вот техники всей. Это просто как выставочный образец или же идет в комплект. Сейчас уточню, скажу вам. Так, по технике, смотрите, сейчас уточним. Как обычно входит вентиляция, да, вытяжка, духовой шкаф, вот он здесь стоит, и плита. Все остальное, ну, как бы можно докупить уже самому, там, на свой вкус.
холодильник и все остальное. Так, здесь у нас, смотрите, французский балкон. Здесь будет бассейн, да? Судя по всему. Вот, здесь французский балкон будет. Также выход есть на балкон. Но поскольку строительные работы идут, поэтому, видите, как шумновато, это очень хорошо. То есть, если было бы тихо, то можно было бы подумать, когда это сюда строят. А поскольку все работает, значит, быстро все сделаю. Класс, вышел, у тебя свой бассейн. Там у нас море в ту сторону. Его, конечно, не видно отсюда, но здесь, на самом деле, по линейке, я сейчас смотрел, 3 километра всего лишь до моря. Вот, так, здесь у нас можно зайти через балкон, можно через комнату зайти и попасть вот сюда, в комнату большую. Вот, получается, видите, как здесь получается кухня отдельно. Такие панорамные окна, на бассейн будут. Вот он балкон, где мы с вами здесь были. Давайте в обратную сторону покажу. Так, кондиционеры здесь уже установлены, Mitsubishi. Ага, вот место для техники, да. Это у нас получается стиральная машина и сушильный аппарат можно поставить. Ну, то есть вы свое сюда ставите, это не входит. Шкаф большой. Так, насчет кондиционера сейчас тоже уточню, входит или отдельно надо докупать. Так, вот мы с вами здесь заходили, проходим кухня. Получается у нас кухня отдельная, как бы, то есть это у нас даже получается как трехкомнатная квартира будет. Раз, два, три. Ну, получается, как бы, поскольку кухня-гостиная, то это у нас 2 плюс 1, 90 квадратных метров. Вот еще одна комната, комнаты большие, потолки высокие вообще, смотрите, очень высокие, мне кажется, метра 4, наверное, потолок. Так, здесь у нас санузел, да. Здесь вообще, на самом деле, большой санузел, можно хоть джакузи сюда поставить, на самом деле, вот так вот угловую, вообще спокойно. Я бы так и сделал, на самом деле. Так, вытяжка, все, есть шкафчики. Так, заходим, здесь еще одна комната, и здесь еще один санузел. Уже душевая кабина, вытяжка, зеркала, вот это все, шкафчики, это все, естественно, входит в стоимость. Да, здесь в Турции все время сдается с дверьми, с отделкой. Вот здесь у нас гардеробная комната, так сказать. Видите, как все сделано? Я в каске. Вот, и вот она, спальня. Можно изолировать, можно так оставить открытую гардеробную комнату. И здесь еще даже небольшой балкончик есть. Он прям не французский, он прям балкончик, но небольшой. Вышел такой перед сном, подышал воздухом, на бассейн взглянул. Обязательно вот именно сюда я приеду, когда это сюда строится. Я думаю, что даже с одним из подписчиков, который здесь купит квартиру, мы приедем в гости, и я вам покажу, как здесь будет. Еще в мае 23-го года приезжаем сюда и снимаем, как мы здесь в бассейне купаемся. Так, по кондиционерам уточнил, здесь не входит стоимость, но на самом деле стоит недорого, от 7 тысяч лир начинается, да, там в районе 20 тысяч рублей с чем-то. Вот, а в других двух проектах, которые будут сдаваться следующие, там уже будет включен стоимость кондиционера. Вот, ну, это как бы ерунда. Все, главные выводы, здесь все есть, ничего долбить не надо. Все, можно даже, мне кажется, у них там заплатить что-нибудь, вам повесить. С этим проблем нет. Так, роль ставни, не сказал, вот отсюда вижу. На электронном управлении все, естественно, будут. Окна здесь тоже можно застеклить. Вот, можно не застеклять. Такие, знаете, можно полностью открывающиеся окна здесь делаются и полностью закрывающиеся. Так, здесь, да, будет газ, котел будет висеть на балконе, и теплые полы. Здесь будет отопление без батареи, то есть теплыми полами можно будет отапливаться. Поскольку мы все с вами многие диванные строители, да, очень хочется посмотреть, как изнутри все сделано. Ага, вот, видите, как теплый пол укладывают, и вот так вот трубы, все, да, вот здесь коллектор будет стоять, там я увидел. Вам показал, то есть по всей квартире можно регулировать будет. Так вот все это выглядит в черновом варианте. Здесь везде такой кирпич, да, используется. Так, вот многие спрашивают, из чего сделан перегород. Здесь все специально рассчитано по запасу, и на всякий случай, если вдруг какое-то землетрясение будет и так далее. То есть специально облегченные тоже делают, чтобы не очень тяжелые здания были. В общем, все по нормам, все рассчитывают здесь. Работа кипит, смотрите, сколько здесь рабочих. В каждом этом что-то делают. Тут, там. Так, вот по линейке 3,5 километра я проезжаю, а на машине, если ехать, то 7 километров, блин, не знаю, видно вам, нет, 13 минут. Но здесь будет еще дорога строиться, потому что проект здесь, вот дальше много дорог всяких будет построено. Вот видите, я вот по линейке сейчас проложил, 4 километра получается от нашей точки до моря. Вот. Так, ну сейчас вот приехали ближе к морю сюда, смотрите, здесь магазин Мигрос, здесь у нас куча кафешек всяких, А101 магазины, все живет. Но мы, кстати, здесь с вами гуляли, ходили, смотрели, вот он у нас отельчик Club Sierra. Здесь я вам тоже инфраструктуру показывал, очень такой живой все.
есть чем заняться. Магазины, кафе, кожа, меха, все есть. Вот он, Club Sierra. Так, ну что, вот мы приехали, вон там у нас отель Club Sierra. Здесь парковка специальная, и здесь у нас огромнейший пляж, парк. Пойдемте прогуляемся, посмотрим. Парковка бесплатная. Барбекю-зона, смотрите, какая шикарная. Привез с собой мясца, угли, жаришь сколько хочешь, тоже все это бесплатно. Столики, пожалуйста, есть, можно с собой столики принести. Можно палатку взять, вот так вот разбить, тенечек есть. Ну вообще прям класс. Тип как у нас в СРСУ, только у нас намного меньше этих зон барбекю. Вот, прям вообще. Мы еще когда из Сierra гуляли, мне это очень понравилось местечко. Я прям балдею. Бесплатный муниципальный туалет, пожалуйста, мусорки. Все есть. Смотрите, как чисто. То есть, как здесь вот люди вообще принято за собой все убирать. Потом плюс еще, наверное, здесь поддерживать чистоту. Вообще ни одной бумажки не вижу, чтобы валялось. Так, и вот мы выходим с вами на набережную. О, смотрите, там кафешечки, айскрим, мороженое. И здесь у нас, смотрите, какая гуляльная улица, Бродвей и пляж. Смотрите, здесь песок. Как я давно здесь не был, я даже забыл, что здесь песок. Я почему думал, что здесь тоже галька. Пляж широченный, 5 километров набережной. Пожалуйста, вон там у нас с вами Кони-Алты, Хурма, где мы живем. Вот. Здесь я давненько не был. Блин, очень классно. Но я ступанул так жестко. Кроксы одел, а плавки я забыл в машине взять. Хотел занырнуть сейчас, поэтому у нас будет только... Вот видите, кого-то вот Бич, да? Отделяют какие-то комплексы, какие-то отели и свой пляжик выделяют немножечко, свою зону. Ой, какой здесь крутой пляж, блин, на чем мы сюда не ездим? Сколько живем уже почти год и ни разу не ездили. И что, сбрасываем одежду и идем в море. Блин, какая красота! Вот прямо сейчас могу с полной уверенностью передать вам этот заряд морских эмоций. Обалденный пляж. Слушайте, я забыл, что здесь есть такой шикарный пляж. Вот мы в Сierra отдыхали, я снимал здесь все. Блин, я реально забыл, как тут круто. И смотрите, поскольку и песок, и вода чистая. Сегодня море не штормит. Пляж просто бомба, широкий. Места здесь тоже всегда много будет. Я взял с собой измеритель. Сейчас пока болтаю и заряжаю вас эмоциями. Замерю воду. Сейчас у нас скажу, какое число. Сегодня у нас 9 ноября, осень турецкая. Вот, и сейчас мы с вами померим. Сейчас еще дрон запущу, полетаем немножко. В общем, обалденно. Так, ну что, достаем 24,2. Вода на самом деле очень теплая. Если бы я плавки не взял бы, я бы искупался. Видите, сколько народ купается. Ой, класс. Вот теперь я знаю, куда можно приезжать. Вот на этот пляж можно приезжать. Я точечку поставлю на карте под видео, в описании прям добавлю точку на это место. Я прям просто стою, и ноги не хотят отсюда уходить от этой красоты. Вообще просто обалденно. Вот смотрите, а. О, так что обязательно сюда приезжайте. В общем, меня очень сильно расстроил этот пляж. Я здесь очень сильно расстроился, потому что не взял с собой плавки. Надо было такую ошибку совершить. Вообще, ладно, может, сейчас дойду до машины и возьму плавки. Блин, ну классно, пляж просто вообще обалденнейший. Просто очень красивый. Я думаю, что надо бы сюда в выходной с семьей приехать, позагорать здесь, отдохнуть. Кстати, кафешек здесь не так много. Вот там кафешка, я на дроне слетал, видел. Здесь кафешка. Ну, здесь проблем с этим нет. Заехал куда-нибудь, дырюмчик взял с собой или в магазине, сумку, холодильник. Затарил минералочки, газировочки, орехов разных, сухофруктов, там, чего угодно, в общем, с собой. Ну, либо вот кафе. Там парк еще, кстати, какой-то есть, то ли зоопарк, то еще какой. И сейчас я на дроне летал, было видно. Я помню, мы ходили. В прошлый раз, когда в Сierra здесь отдыхали, я вот до конца не помню. Но вот единственное, что я здесь не вижу, в отличие от нашего Кони-Алты пляжа, душ не вижу. Душ, чейндж-рума, вот видите, нету. Может, где-то там подальше, либо вот при кафе, может быть, у них там есть. В общем, выходишь здесь и гуляешь.
Надо будет приехать погулять обязательно. Сейчас надо пойти перекусить. То 3:30 мы еще даже ничего не ели. Так, вот Рома мне сейчас подсказал, что душевые кабины, переодевалки здесь вот в этих зданиях, маленьких сооружениях. Теперь привык, как у нас Кони-Алты на улице все. Так, и сейчас мы заехали, здесь дурюмчик, поели. 2 дурюма, 2 айрана, салат, еще там овощи печеные. 100 лир всего лишь счет. Это у нас 328 рублей, либо $5. Вот так вот называется местечко. Дурюмсю Бидир Уста. Очень классное место. Это такая сеть у них, Кони-Алты тоже есть. Заходите, кушайте. Супчик можно поесть. Я съел шаурму такую, как внутри там. Внутри как котлет такая Адана кебаб. Можно и с мясом взять, в общем, разные есть. Кто помнит эту улочку, где мы с вами гуляли? Видите, 101 магазины, табачные магазины. В общем, вот такое вот местечко. Все, мы поехали обратно. Кони-Алты, как вам? Пишите. Еще очень много объектов. Можно туда приехать поснимать. Вот. Пишите, как вам понравилось, нет? Я приеду, обязательно еще поснимаю. Ну, мне все равно снимать, я заодно и вам покажу. you.